Здравствуйте, друзья! Славянский бог Семаргл. Для того, чтобы понять, что из себя представлял бог Семаргл, стоит для начала разобраться в происхождении самого имени божества. Как всегда, исследователи не могут прийти к единому заключению и выдвигают отличные друг от друга теории. Давайте рассмотрим несколько таких теорий. Итак, согласно первой теории, Семаргл – это вообще симбиоз двух богов – Симы и Регла. Подтверждением для этой теории служит исторический трактат «Слово некоего христолюбца и ревнителя по правой вере», где указано, что древние славяне верили и в Симу, и в Регла. Исследователь Иван Забелин предполагал, что эти божества имели ассирийское происхождение и были позаимствованы древними славянами у жителей Южного Черноморья и Киммерийского Босфора. Эти боги подразумевали поклонение огню. Вторая теория гласит, что Семаргл или Симаргл был семиликим божеством и олицетворял он собой солнечного бога Ярилу с 7 головами. В доказательство этой теории выступает исследователь Фомин Цин, который предположил, что буквы «Г» и мягкий знак, которые использовались в некоторых исторических работах при написании имени божества, Семаргл, были ошибками, допущенными переписчиками. Вместо них должна была быть буква «ы», которая читалась как «иры». Если принять во внимание это суждение, то истинное имя бога должно звучать как Сима и Рыла. Вот тут и есть один нюанс. Слово «Сима» может иметь два варианта происхождения. Первый – это древнее сабинское имя Сема, что означает «полубожественный», «гениальный». Второй вариант подразумевает происхождение слова «Сима» от числа 7, то есть «семи Ярила». Замену гласной буквы в написании корня исследователи объясняют все так же – ошибкой переписчиков. Третья теория самая укоренившаяся среди историков и исследователей. Якобы само божество Семаргл было заимствовано древними славянами из иранской мифологии, и прототипом ему послужил бог Симург. Это мифическое существо, птица, очень похожая на грифона. Основой для образа этого божества послужил Сен-Мурф – крылатая собака. Данная теория о происхождении славянского бога принадлежала советскому историку Елене Тревер. Бог Семаргл у славян – функции и обязательства. Вообще, в славянской мифологии Семаргл – это огненный, солярный бог. Часто его упоминают как огнебога. С чем это связано, спросите вы? Так вот, дело в том, что по представлению многих бог Семаргл являлся защитником и хранителем первозданного огня – Инглия. Также он служил богом-вестником между мирами. Существует множество преданий, согласно которым бог Семаргл не раз помогал тем или иным обитателям мира Прави в битве против темных сил. Богу Семарглу приписывают еще одну особенность. Так как он был хранителем первозданного небесного пламени, он мог передать его мощь своим соратникам в час нужды и битвы. Поэтому появление бога Семаргла на поле сражений приумножало силу ирийских богов. Он служил словно аккумулятором всех божественных сил, которые, воссоединяясь с небесным огнем, передавались обратно другим богам. Так, одно из преданий гласит, что бог Семаргл сражался вместе со Сварогом праотцом в изначальной битве между силами добра и зла. Эта легенда повествует, что именно Семаргл объединил силы Дождь-бога, Стребога и Хорса, чтобы нанести сокрушительный удар Чернобогу. До рождения громовержца Перуна бог Семаргл выступал в роли защитника мира Правии. Судя по всему, Семаргл – бог-воин, который способен сражаться. Многие считают, что он ничем не уступал своему брату Перуну. В этом убеждении есть своя доля правды, ведь историки уверяют, что обычно кумир Семаргла стоял по правую сторону кумира Перуна. Это не может быть обычным совпадением. Скорее всего, так древние славяне выказывали свое уважение воинской доблести Семаргла. Но вместе с этим обязанности бога Семаргла не ограничивались только участием в сражениях и приумножением сил Ясуней. Он был божественным вестником между мирами. Здесь, конечно, можно найти некое сходство между славянским божеством и греческим богом-вестником Гефестом. И это неспроста. Вообще в ведическом эпосе существует бог-вестник Агни. Слово «огонь» не случайно похоже на имя этого божества. И он служит своего рода прототипом для образа бога Семаргла. Слишком много совпадений. Бог Агни, так же как и Семаргл, является огненным богом.
В мифологии других народов также можно встретить похожих богов. Это и римский Плутон с вулканом, и кельтский бог Гоибниу, и индийский Тваштар, и скандинавец Локи, и балтийский Габия, наконец. Чтобы не запутать зрителя окончательно, я немного поясню, на чем именно основывается родство этих богов. Если все-таки допустить, что теория историка Елены Тревер насчет иранского происхождения бога Симаргла правдива, то стоит пояснить, чем занимался иранский прототип нашего божества. Бог Симург в иранской мифологии считался хранителем древа жизни, где хранились семена всех растений. Этот крылатый пес выступал у иранских племен как божество плодородия. Именно этим объясняется и роль вестника и посредника между богами и людьми. Симург охранял семена растения, а после слетал с небес на землю и приносил на нее жизнь и плодородие. Это перекликается с ведическим образом бога Агни. Кстати, изображение псов с крыльями в окружении растений и цветов служило сюжетом для многих изделий русского прикладного ремесла, которые датируются XI веком. Археологами было найдено множество украшений и вещей быта с изображениями подобных существ, окруженных орнаментом растительности. Изображение подобного мифического пса с крыльями даже можно встретить в Суздале, на воротах одного из храмов. Подобное описание Симаргла во многом перекликается с образом славянского бога Переплута. Многие полагают, что Симаргл и Переплут – это одно и то же божество. Сторонники этой теории утверждают, что таким образом можно проследить родство славянского божества с греческим богом Плутосом и римским Плутоном. Первый является покровителем богатства, и это совместимо с понятием плодородия в древности. Второй бог являлся покровителем загробного мира. Все эти три божества совмещаются следующим образом. Первозданный огонь есть источник всего живого во Вселенной, и он горит на древе жизни, на котором хранятся семена всех растений. С наступлением весны семена осыпаются на землю и произрастают там, чтобы осенью дать плоды. Осень – это пора урожая, то есть плодородия, за которым неизменно грядет увядание и смерть, до новой весны. Таким образом, славянский Симаргл выступает богом плодородия, который неразрывно связан с землей. Вот тут мы плавно и подходим к теории родства Симаргла с греческим богом Гефестом и кельтским божеством Гоибнию. Согласно этой теории, имена этих двух божеств сочетают в себе древнее обозначение земли – Геб. В имени славянского божества присутствует этот же корень, но только в переводе и звучит он как Зем. Со временем этот корень претерпел изменения и стал звучать как Сем. Интересной теории ничего не скажешь. Автор не станет утверждать, что это непреложная истина, сами историки разобраться не могут, а авторы подавно, ибо он простой и скромный человек. Но давайте поговорим и о других возможных функциях этого славянского бога. Симаргла называют богом Луны, якобы он не позволял злу проникнуть в наш мир и каждую ночь, вооружившись объятым пламенем мечом, нес свою службу. Здесь можно проследить поразительное сходство между этим языческим божеством и образом христианского архангела Михаила, который также вооружен огненным мечом и возглавляет небесное воинство. Кстати, существует еще одно интересное утверждение. Якобы бог Симаргл тесно связан с образом другого архангела – Габриэля, в основе имени которого лежит все тот же корень Геб. Однозначно интересная теория. Существует поверье, что древние славяне избегали частого упоминания имени бога. Основывалось это поверье на том, что якобы Симаргл жил среди смертных и без их слов ведал, что творится с ними. Бога Симаргла также почитали как покровителя семейного очага. А еще верили, что когда человек был болен и горяч, то это дух бога Симаргла в теле больного боролся с хворью всякой. Родословная бога Симаргла и его семья. Согласно преданию, бог Симаргл был сыном бога Сварога. Некоторые утверждают, что он был рожден из первой искры, что полетела от Алатыря камня, когда Сварог молотом своим по нему ударил. Во всяком случае, Симаргла относят ко второму поколению Ясуний. Согласно преданию, первая искра озарила все вокруг невиданным светом, и из света того появился, подобно светилу, бог Симаргл, верхом на скакуне с золотой гривой и гладкой посеребренной шерстью. И свет тот разогнал тьму, и продолжил Сварог ковать мир до сыновей своих из искр высекать. Легенда гласит, что дым стал вестником приближения огненного бога.
А там, где он проезжал, след черный оставался, настолько велика была мощь огня его. Бога Семаргла связывают с днем летнего солнцестояния. Согласно преданию, однажды на берегах священной реки Ра, нынешней Волги, бог Семаргл повстречал прекрасную богиню-купальницу. И настолько хороша собой была она, что сразу же в сердце запала огнебогу. Да только не мог он быть с возлюбленной своей, ибо долг его был велик – охранять огонь небесный и солнце. Много печали и горя хлебнули влюбленные в разлуке. Но однажды не выдержал Семаргл тоски, что сердце его съедало, и, бросив свой меч огненный, он помчался на берега реки священной. В ту ночь, когда познали друг друга купальница и суженый ее огнебог, тьма стала равной свету, и назвали этот день осенним равноденствием. Спустя 9 месяцев, в день летнего солнцестояния, у влюбленных богов родились близнецы – сын Купала да дочь Кострома. Образ бога Семаргла. Бытовало мнение, что бог Семаргл был склонен менять свой облик и приобретать вид совершенно разных существ. Так, например, он мог явиться людям в образе бравого воина средних лет или достаточно молодого, одетого в блистательные доспехи и объятым языками ирийского огня. Если брать теорию о родстве славянского Семаргла с иранским Симургом, то еще одним образом, который принимало это божество, был крылатый пес. Мы уже упомянули, что подобные изображения крылатой собаки в окружении растительности были изображены на образцах русского прикладного искусства. Также символами этого бога являлись Рарок и Финист. Первый из них является огненным соколом, знаменующим победу, а второй – соколом, знаменующим саму битву. Неразрывно образ славянского бога Семаргла так или иначе связан с битвами и противостоянием со злом. Мирный воин, одним словом. Согласно чешским поверьям, бог Семаргл также мог принять облик огнедышащего дракона, чья грива объята невероятным сиянием. Бог Семаргл – поклонение и восхваление. Судить о том, как именно поклонялись богу Семарглу, весьма трудно, так как до нас почти не дошло никаких исторических сведений. Известно, что с реформой князя Владимира поклонение богу Семарглу приобрело новый уровень, так как многие исследователи утверждают, что до этого Семаргл считался второстепенным божеством и скорее выступал в роли дополнения для богини плодородия Макоши. Благодаря князю Владимиру кумир Семаргла был воздвигнут по правую сторону от кумира бога Перуна, что только подчеркивало признание этого бога как одной из центральных фигур языческого пантеона древних славян. Упоминание имени бога Семаргла можно встретить в разных православных поучениях против язычества, и эти работы датируются XII-XIII веками. Но уже с наступлением XIV века всякое упоминание о подобном божестве исчезает, поэтому доказывать что-либо очень сложно. Что же касается празднований в честь бога Семаргла, то эта тема является более раскрытой. В целом, упоминание бога Семаргла происходило на каждом празднике, который был посвящен плодородию и связан со стихией огня, так как она являлась главенствующей в славянском волховании. Поэтому чаще под это описание попадали весенние и осенние праздники. Так, например, по утверждению некоторых, 22 марта богиня Мара сгорала в очищающем пламени бога Семаргла, который заставлял последние снега таять. Таким образом, бог Семаргл освобождал землю для весенних богинь. Есть и второе утверждение, якобы процесс исчезновения последнего снега приходился на 14 апреля. С именем бога Семаргла также связаны праздники осеннего равноденствия и летнего солнцестояния. Первый праздник посвящен встрече и соитию бога Семаргла с его любимой богиней-купальницей. Это единственный день, согласно легенде, когда бог Семаргл может оставить свою небесную обитель и увидеться со своей супругой. Второй праздник знаменует рождение детей бога Семаргла, дочери Костромы и сына Купала. Чествование бога Семаргла тесно связано с русалиями, праздниками, которые были посвящены русалкам. Эти создания представлялись людям в образе прекрасных крылатых дев. Они орошали землю росой перед рассветом и делали ее плодородной. Дело в том, что перед посевом поля выжигали и удобряли золой. Именно эта земля орошалась росой и становилась мягкой для того, чтобы принять новые семена. Поэтому тандем русалок и бога Семаргла символизировал переплетение огненной и водной стихии для рождения жизни. Символика бога Семаргла.
Символом бога Семаргла считается само пламя, первозданное и очищающее душу от всех пороков. Вне зависимости от религиозных конфессий, огонь всегда оставался священной стихией. Открытый огонь не только согревает человека, но и дарует ему ясность разума, очищая душу от всех сомнений и греховных помыслов. Огонь вдохновляет людей на поступки, которых до этого они бы не совершили. Первозданный огонь горит не только физически, но и в сердце каждого человека. Это то, что мы, люди, привыкли называть отвагой и храбростью. Символ Семаргла. Выделяют 3 вида огня. Первый вид – это огонь, который разожгли голыми руками путем трения 2 кусков дерева. Этот огонь считается особенным, он использовался для розжига праздничных или целебных костров. Такой ритуал позволялось проводить лишь пожилым мужчинам. Второй вид – это огонь, зажженный огнивом. Обычно подобное пламя использовали для бытовых нужд. Третьим видом огня был огонь, который появился от удара молний. Его считали божественным. Он мог быть двояким, или карающим неверных, или изгоняющим бесов и прочую нечисть. Вообще, прыжки через костер, хороводы вокруг костров, посиделки у костра – это способ очищения души и тела, к которому прибегали наши предки. Древние славяне верили, что у пламени было 7 глав, и каждая из них была ангиресом, предшественник нынешних ангелов, силой, что выступала помощником и посредником. Именно отсюда берет свое начало теория о семиглавом боге Семаргле. Существует поверье, что по воле бога Семаргла из его пламени рождаются ящерицы-саламандры, которые могут свободно пересекать любые пространства и вызывать пожары там, где живут злые люди. В качестве руны бога Семаргла выступала руна волка. Ее иногда называли руной Семаргла. Эта руна представляет собой квадрат, чьи 2 луча пересекают друг друга и расходятся в разные стороны. Трудно судить о том, какую именно смысловую нагрузку несет в себе эта руна, но стоит вспомнить, что волк почитался у древних славян как благородное животное. Его не убивали, но находя мертвого на лесной тропе считали удачей, а волчьи зубы использовались в качестве оберегов и украшений. Волк почитался как защитник и как проводник душ в загробный мир. А еще образ волка был неразрывно связан с Луной, чьим богом являлся Семаргл. Вообще, в качестве знака бога Семаргла могло выступить любое изображение пламени. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.